Привет! Сегодня наше видео посвящено самостоятельной замене салонного фильтра на Ford Focus 2. Итак, что нам понадобится? Первое. Сам фильтр салона. Я беру вот такой недорогой фильтр. Меняю регулярно, 2 раза в год, но обычно весной и осенью. Меня это вполне устраивает. Дальше. Вот такой вот пульверизатор. И я использую Ферри. Вы можете использовать другое средство. Для чего это надо? Я обычно, когда снимаю старый фильтр, я испаритель промываю. То есть вместо посадки фильтра промываю сначала водой с Ферри, потом просто водой. Больше брать не рекомендую. Там вам не подлезть в этот будет место, где становится воздушный фильтр. А брать обычный пульверизатор ручной для цветов использовать, для опрыскивания. Такой, знаете, ручной пульверизатор. Там очень неудобно, там мало места. Соответственно, рука будет уставать прыскать. А здесь накачали давление, держите, нажимаете, и идет струя отсюда. Тем более струя может регулироваться. Дальше, после того, как я промываю, я добавляю сюда с водой вместе раствор хлоргексидина и убиваю всех микробов, которые там могут остаться. Если вы давно не меняли фильтр, и у вас забила система кондиционирования, если она у вас есть, то настоятельно рекомендую купить в различных магазинах, автомобильных, сетевых, супермаркетах средства для промывки системы кондиционера. Такой баллончик небольшой и трубочка. То есть он промывает всю систему кондиционирования. Там засовываете трубочку через дренажное отверстие, пшикаете, через какое-то время все отложения смываются. Ну, там есть руководство по использованию, почитайте. Если вы регулярно меняете, вам это не надо. Дальше, опять же, если вы первый раз меняете, настоятельно рекомендую приобрести вот такие вот гайки на 10. Это гайки крепления педали газа. Ну, к гайкам мы купим, надо купить шайбу и шайбу гравюр. Замена фильтра без откручивания педали газа довольно проблематична. С открученной педалью газа, если вы посмотрите, это место довольно тяжело вставить. А не откручивая педаль газа, там приходится очень сильно его сжимать. Можно, конечно, поставить, но, честно говоря, большой геморрой. Поэтому, если вы первый раз меняете, те гайки, которые крепятся педаль газа, лучше снять. Они самоконтрящие, если их тяжело откручивать, они невысокие, где-то такой высоты, у вас будет ключ соскакивать, а это очень удобно. То есть вы ключом на 10 открутите гаечку крепления педали газа и дальше насадкой на 10 отверточкой просто выкрутите. Сейчас покажу. Это довольно просто и быстро. То есть такими гайками вы педаль газа открутите, ну, наверное, за минуту, до 2 минуты. Ну, соответственно, закрутите. И настоятельно рекомендую либо приобрести барашковые саморезы, либо изготовить. Вот я сделал сам. Взял обычный саморез, которым крепится контейнер, где ставится воздушный фильтр. И из холодной сварки сделал вот такой вот барашек. Довольно твердый уже. Несколько раз откручивал. Для чего это надо? Контейнер, где находится воздушный фильтр, крепится вот на таких саморезиках под головку на 8. И там очень тяжело подлезть. Там ни ключом, ни отверткой. Сейчас я покажу, где это очень тяжело менять. А когда вы сделаете сами, либо сделаете, купите барашковые гайки, я вам покажу. Там есть вольвовские. Артикул скину внизу. Можете их купить, если вам лень сделать самим. Дальше рукой подлезаете и закручиваете. Очень, очень удобно, никакой отвертки не нужно. В общем, настоятельно рекомендую что-то придумать. Ну вот я говорю, я сделал из самореза и с холодной сварки. Меня это все полностью устраивает. Саморез закручивается легко, холодная сварка держит крепко. Ну и, соответственно, ключ на 10 нам нужен и отвертка с головкой на 10. Итак, сейчас покажу само место, где мы будем работать. Итак, вот мы видим. Вот само место. Вот крышка контейнера, где входит салонный фильтр. А вот видите мои самодельные барашковые саморезы. Вот один, вот там вот второй и третий еще выше там.
Отсюда мы не увидим, который я снял вам, чтобы показать. То есть очень проблематично будет залезть. Даже снять педаль газа. Вот педаль газа, которую мы снимем. Вот видите, гайки, которые я показал. Вот одна. Вот там вот вторая, а третья вот тут находится. Я ее снял, чтобы вам показать. То есть те гайки, которыми крепится педаль газа, самокон 3.6, они очень невысокие, ключ срывается, очень тяжело их на самом деле закручивать, снимать, а педаль газа надо будет снять, потому что поставить фильтр, конечно, люди некоторые извращаются, как-то зажимают, но там можно и порвать, и погнуть фильтр. Проще всего 3 эти гайки открутить, отодвинуть в сторону, сюда вот педаль газа, и потом фильтр вытащить, поменять. Открутив вот эти вот саморезы. Я, как уже сказал, тяжело их откручивать отверткой, поэтому я вот изготовил такие. Сейчас покажу, что мы будем делать и как мы будем все производить. Итак, что мы делаем? Вот мы, значит, срываем ключом, я уже сорвал, вот, срываем ключом вот эту гайки, ну и верхнюю, соответственно. И потом отверточкой очень удобно подлезать. Отвертка, почему отвертка лучше? Потому что крутить легче. Начинаем откручивать, ну и дальше тут, в принципе, уже и руками можно скрутить. Те самокон 3.6 гайки, которые здесь находятся, их тяжело скручивать, как я уже сказал. Поэтому настоятельно рекомендую ставить вот эти. Вот видите, сняли. Дальше снимаем гравер и снимаем шайбочку. Вот. Сейчас открутим последнюю и уберем педаль газа в сторону. Итак, открутили мы 3 гайки и отводим педаль газа в сторону. Кто-то ее снимает, ну, я советую не снимать, потому что тут разъемы, они, мало ли контакт будет плохой. Лучше лишний раз не дергать. Вот, отвели в сторону, теперь педаль газа нам не мешает. Вот, как мы видим, видите, 3 посадочных места педали газа, вот, и вот они вверху. И дальше откручиваем, раз, два, и третий я вверху скрутил саморезы. Как я сказал, барашковые саморезы очень удобно. Так, подлезли. И спокойно, спокойно, спокойно их выкручиваем. Раз. Второй. Вот, открутили мы. Вот 2 открутили, третий я вам показывал тот. Очень, кстати, удобно, да? Отвертка здесь было бы тяжелее, особенно вверху. Вот там очень тяжело было крутить. И теперь снимаем крышку контейнера салонного фильтра. А вот он теперь, видим наш салонный фильтр. Вытаскиваем фильтр. Видите, чтобы его поставить, нужно будет и так его немножко гармошечкой скрутить. А педаль газа у нас бы очень мешала. Вот мы вытащили салонный фильтр. Как видим, он, ну, не сказать, что, хотя, видите, довольно загрязнен пылью. У этого фильтра есть направление, видите, стрелочки. Направление воздушного потока, то есть вот здесь у нас идет вентилятор, а здесь уже идет, ну, там печка, потом испаритель кондиционера следующий. Ну, схему посмотрите. На нашем фильтре нету направления потока. Я думаю, по аналогии поставим, как это с этим фильтром. И вот наше посадочное место, где находится наш фильтр. Видите, как я говорил, я уж промываю регулярно, поэтому
испаритель довольно чистый. Посадочное место довольно чистое, но я все равно в любом случае сюда прыскаю состав воды с ферри, а потом хлоргексидином. Сейчас покажу, как это выглядит. Так, вот мы взяли наш пульверизатор. Видите, он только так залезает. Большой туда не залезет. И вот туда начинаем промывать. Сейчас я пока водой промою, а потом ферри. Промою ферри, а потом хлоргексидином попрыскаю. Так, ну вот я налил туда эти, помыл ферри. Сейчас он быстро растворит. А нам нужно будет с обратной стороны, вон с той стороны, сейчас покажу, снять заглушку и ферри еще промыть там. Для чего? Там тоже у нас обратная сторона испарителя. Вот из-под машины, видите, капает раствор с ферри, вода с ферри. Это то, что выходит из дренажного отверстия кондиционера. Вот, сейчас снимем эту накладку. Вот, открутим звездочкой вот это вот саморез, и там будет заглушка обратной стороны испарителя кондиционера. Вот, сняли мы накладку. Вот видим воздуховоды, печки, кондиционера. А вот вот она крышка на обратной стороне испарителя. Сейчас ее надо будет снять и туда попрыскать. Можно, конечно, не делать. Можете почистить там. Но я настоятельно рекомендую мыть со всех сторон. Больших усилий это не займет. А будет чисто. А если вы будете делать, как я и сказал вначале, промывать систему кондиционера, вот дренажное отверстие. Вот здесь вот снимаете эту вот резиновую накладку и через дренажное отверстие загоняете очиститель кондиционера. Но мне это не надо, как я уже сказал. У меня я регулярно меняю фильтр. Кондиционером тоже регулярно пользуюсь, поэтому у меня там чисто. Сейчас только вот с этой стороны испаритель помою ферри с водой и закрою. Так, вот я открутил саморез. Тоже звезда. Так, насадку тут. Насадка у нас 25-я, по-моему. Да, 25-я. Она и сюда, и на этот саморез пойдет. Так, вот мы включили заглушку. Снимать ее всю не надо. Ее мы просто так вот отодвинем. И вот туда. Вот туда. Видите, испаритель. Ферри сделаем. Но он у меня чистый, как видно, да? Потому что я сказал, регулярно чищу. У меня тут, честно говоря, грязи-то особой и нету. Но я в любом случае сейчас ферри помою здесь. И потом, после ферри, как я уже сказал, и там, и здесь, сначала здесь, потом там, попрыскаю раствором хлоргексидина. Так, ну вот я промыл ферри. Немножко вытек. Так. Так, этот подлезть. Вот. Этот не видно. Ну, вон он, видите.
аж блестит. Как у кота яйца. Вот, сейчас пусть Ферри сделает свое дело. А потом с той стороны, где фильтр, и здесь сначала промоем водой, а потом хлоргексидином промоем. Ну вот мы все промыли. Прыснули туда раствор хлоргексидина. Вот он. Это испаритель со стороны пассажира. Заглушка, как я вам показывал. Вот она. Чистенькое все. Так. Так, а это вот у нас со стороны фильтра, где мы будем ставить фильтр. Вот. Все чистенькое. Все смотрится очень даже ничего. Сейчас будем ставить фильтр. Так, ну вот мы вытащили фильтр. Видим, что на старом у нас так фильтр вставляется вот так. То есть надо немножко сжать. Видим, что здесь стрелки. То есть вот здесь у нас воздухозабор, а здесь у нас идет уже к печке, к кондиционеру. Так, здесь у нас, как видим, стрелки есть. Здесь стрелок нету, но можно определить. Вот мы смотрим, что со стороны улицы у нас вот должны быть боковины вот такие. То есть, соответственно, значит, вот у нас также боковины стоят. Значит, это вот у нас со стороны улицы. Значит, ставим мы вот так фильтр. Так, вот наш фильтр. Как мы видим, а здесь у нас мешает рулевая колонка. Значит, как я и говорил, немножко так подгибаем. Вот так вот. И засовываем. Одной рукой неудобно делать, как мы понимаем. Немножко пришлось согнуть гармошечкой, чтобы главное туда засунуть посадочное место. Так, все. Вот мы засунули фильтр. Вот он стоит. Пошел до конца. И теперь ставим нашу крышку отсека. Так, как вот сейчас. Так. Фу. Так. И теперь прикручиваем саморезы. Барашковые вот эти. Так, ну, прикрутили мы саморезы. Один, второй и вот там вверху третий, видите?
Прикрутили 3 самореза. Если бы это были не барашковые саморезы, честно говоря, очень это делать тяжело. Поэтому настоятельно рекомендую приобрести барашковый, либо сделать самому. Теперь ставим педаль газа на место. Поставили педаль газа и прикручиваем здесь, здесь и вот там. Третья. Ставим сначала гайки, потом гравер и потом вот эту вот нашу гайку. Сначала шайбу ставим, потом шайбу гравер и гайку, и закручиваем. Вот. Поставили мы эти гайки. Вот одна, вторая и третья. Затянули. Ну, сначала после педали идет шайба, потом шайба гравер, потом гайки. Все. Снимать и ставить так гораздо легче. Вот мы видим барашковые саморезики и гайки педали газа. Все, замена фильтра закончена. Ничего сложного, как видим, нет. Потом надо будет в будущем, если есть желание, снять эту пластмассовую накладку. Тут у нас воздухозабор салона. Можно попрыскать хлоргексидином. Все. Всем спасибо за внимание. Пишите в комментариях, может, у кого есть другой способ. Быстрее, может быть проще. Замены воздушного фильтра и промывки системы вентиляции и кондиционирования. Пишите, может, действительно будет интересно. Пообщаемся. Всем спасибо за внимание. До свидания.